Салют, друзья! Это Красава! Из холодной Москвы я вылетаю в жаркий Рим, ведь сегодня у нас просто бомбический герой. Этого игрока носил на руках Юрген Клопп, но жестко опустил на землю Жозе Мауриньо. Он 9 раз становился лучшим футболистом своей страны и реально является достоянием своего народа. Генрих Мхитарян на канале Красава. В сегодняшнем выпуске мы вынуждены тестировать новый дизайн на мерче. Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Но вот теперь погнали! Я с Генрихом Мхитаряном, Витек Красавайн. Первая атака и сразу Голешник забивает Рома! Что произошло между Генрихом Мхитаряном и Жозе Мауриньо? Ты отказался от 20 условных лямов евро, чтобы все-таки играть в Европе. Мы любим Генриха Мхитаряна и хотим стать как он. Как ты придумала написать Мино Райоли? Просто не мог рисковать своей жизнью. Клава, какой ты крутой! Тебе хоть раз угрожали из Азербайджана? Много раз. Генрих Красава! Красава! Ну что, друзья, мы на стадионе Олимпико, где сегодня в рамках Лиги Европы Рома принимает Гент. До матча еще достаточно много времени, поэтому я устрою для нас небольшую экскурсию. Ну и обязательно зайдем в фан-шоп, в котором купим футболку Генриха Мхитаряна. Он на ней распишется, ну и, конечно же, мы ее разыграем по ходу этого выпуска. Красава! Ну, why? Почему why? Коллекция строгих продавцов теперь у нас еще появилась, а не только строгих охранников. Не дали мне ни поснимать, ни купить нам футболку, поэтому поедем в город и купим ее в городе. Если честно, ничего другого я не ожидал. В красивом здании в центре города вот такой вот красивый двухэтажный магазин футбольного клуба Рома. Ну чего, погнали брать футболку самого лучшего из армян. Это, конечно, Генрих Мхитарян. Так, ну что, возьмем классическую расцветку. Вот такую вот футболку. Номера пока нет, фамилии нет. Генрих играет в Роме под 77 номером. Оп, сработала сигнализация. Думаю, сейчас футболкой хочу убежать. Ребятки, ну как вам магазин Рома? Крутой, да? Двухэтажненький, все как надо и в самом центре города. Я настолько вас люблю и уважаю, что я заказал еще за 5 евро вот такой вот логотип серии А. Так что у вас будет супер оригинал, супер эксклюзивная футболка Генриха Мхитаряна с его автографом. 88 евро. Allora, Liassa, where are you from? Russia. I visit Tula, Smolensk. Ребятки, я здесь встретил парня, который был в Туле, представляете? Но мне кажется, он не знает, что в Тульском Арсенале цвета такие же, как у Ромы. Andiamo Mkhitaryan, Красава. Аньямо, Мики, аньямо! Кому-то вот такой вот классный подарочек достанется. Следующая остановка нашей мини-экскурсии — это граффити Франческо Тотти, самый популярный футболист Ромы за всю историю. Таких граффити в Риме несколько. Я сейчас повешу локацию, чтобы каждый из вас, кто будет здесь, мог прийти и запилить фотку в Инстаграм. Кстати, не так давно римский император дал интервью на Sky Sport и сказал, что приобретение Генриха Мхитаряна, нашего сегодняшнего героя, это очень крутой трансфер, техничный, опытный. Тоже запилю фотку и пойдем дальше. Опа! 1-0. Нет смысла объяснять, где я нахожусь. Самый узнаваемый стадион в Риме — это Колизео. Фишка в том, что Генрих Мхитарян, у него хорошая статистика. В серии А 11 матчей, 4 гола, учитывая травмы. Но в Лиге Европы Генрих еще не забивал. Пока Генрих готовится к игре, я в его футболке вместе с ребятами из Бразилии. Сейчас попробую замутить челлендж. Мы будем чеканить головой, делать друг другу пас и забить гол вот туда. Погнали! Но! Это
Это бразильцы, ребята, катастрофа. One more, come on. Как же так? Пацаны, ничего, я в вас верю, ребята. Мы же все из Тобольска, давай. Не-не-не, сделаем. Генрих должен сегодня забить. Ребята, камон, собрались, хорошо? Я тебе клянусь. Господи, я так не уставал никогда. Пацаны, молодцы, а? Все, верим в голешник, ребята. Со спокойной душой идем на стадион. Guys, thank you. My best team. Okay. The best team. Okay. Короче, этот мяч мы разыграем в конце выпуска. Так что розыгрышей будет много. Я устал, ребят. Реально устал. Все, погнали на стадион. Ну что, ребятки, добро пожаловать на стадион Олимпико. Спасибо Генриху большое за такие крутые билеты. Посмотрите, поле совсем рядом, даже несмотря на то, что беговые дорожки есть на этом стадионе. Трибуна называется Legend. Вот так вот я побуду легендой мирового футбола. Хотя бы на одну игру. Генрих будет начинать матч со скамейки запасных. Рома против Геда, погнали! Знаете, от чего я реально прифигел? От того, что все курят. На стадионе Олимпико можно курить. Шок! Первый тайм закончен. Один момент, один гол. Рома впереди, ждем выход Генриха во втором тайме. Болельщики Гента начинают второй тайм в перформанс. Они зажигают фонари, надеясь на то, что команда сравняет счет. Ну что, наконец-то мы дождались этого момента. 78-я минута. Микки выходит на замену. In campo con il numero 77 Enrique Mkhitaryan. Esce dal campo il numero 31 Carlos Perez. Какой сейчас был момент у Гента. Просто шок. Повезло, что счет не 1-1. Ну что, поздравляем Рому с победой, поздравляем Генриха с победой 1-0. Он сыграл 15 минут, голов не забил, но маловато времени, если честно, дал ему тренер. Красава! Всем доброе римское утро, хотя оно не совсем римское, потому что я приехал в деревню Тригорио, где находится база футбольного клуба Рома. Прямо сейчас у Генриха идет тренировка, поснимать ее мне запретили, но зато после тренировки мы обязательно с ним обо всем поговорим. Еще один прикольный факт, что возле ворот базы останавливается автобус. Вот мне интересно, хоть один футболист основного состава когда-нибудь сюда на базу доезжал, вот на этом общественном транспорте или нет?
так вот выглядит база Ромы. Мы на многих базах с вами были, в том числе крутых, таких как у Манчестер Сити. Здесь, конечно, все намного скромнее. Ну, вот так вот можете оценить сами. Привет, чемпион, привет, поздравляю с победой. Так, Спасибо. ну что, ты готов? Да. Я так понимаю, здесь основа и дубль же, они живут вместе и тренируются вместе, да? По-моему, тут еще до 19-летние. Самая крутая база, которая была в твоей карьере? Самая крутая. Просто у всех свои нюансы, знаешь. Просто я когда разговаривал с Зинченко, снимал Манчестер Сити. Манчестер Сити очень крутая база, но он говорил, ты не был в Шахтере. Там озеро, там лебеди, там дворец был. Да. Не база, а дворец просто. Вчера ты играл 15 минут. Насколько ты оправился от травмы и какая вероятность, что послезавтра ты выйдешь в старте с лечи? Слава богу, что уже травмы позади. Набираем оптимальную форму, нелегко, но стараемся, так как это уже была вторая травма. Ну, надеюсь, что буду играть уже в воскресенье. Давай с самого начала твоей профессиональной карьеры. Пюник, тебе 18 лет, вы становитесь чемпионом. Ты сыграл 24 игры, по-моему, забил 12 голов. Мой первый год, да. Потом у вас Лига чемпионов, и вы играете против Шахтера. Мирчо Луческу очень впечатлился твоей игрой и попросил Ахметова тебя купить. Но ты не перешел в Шахтер, ты перешел в Металлург Донецк. Почему? Если честно, у меня вообще идеи нет, что Шахтер интересовался в это время, когда еще был в Пюнике. Я потом узнал, что да, Мирчо Луческу хотел меня купить, но конкретных предложений еще не было. И мне сказали, что самый лучший вариант это переходить в Металлург, играть там 6 месяцев в год и потом оттуда пойти в Европу. В Шахтере тебя называли хозяин базы, потому что ты жил на базе. И я даже, когда играл еще в футбол, нам всегда ставили в пример Мхитаряна. Вот, смотрите, живет на базе, думает о футболе. Это правда, что у тебя был отдельный повар, который жил тоже на базе, отдельная обслуга, которая жила на базе, потому что ты жил на базе. Это правда, что были такие условия? Не-не-не. Нет, да? Не, индивидуального повара у меня не было. Там, повара были, работали до вечера, потому что мы тренировались вечером, и поэтому у нас был обед и ужин на базе. Но я так как жил на базе, я еще там завтракал. И я благодарю всех работников, которые просто ухаживали за мной и старались сделать так, как что я себя чувствовал комфортно. Почему меня называли хозяином базы? Потому что у меня была мечта. У меня была мечта играть в Европе. У меня была мечта играть в самых лучших клубах. Мне даже вот Луческу иногда говорил, выходи из базы, что ты все время на базе. Да, но я выходил, но не так уж часто, потому что у меня все время концентрация была только на футболе. Сейчас у тебя есть семья. В какой момент ты вообще уехал с базы и начал жить дома и на квартире? Когда я переехал в Металлург сначала, и год отыграл в Металлурге, я тоже там жил на базе. Потом, как переехал в Шахтер, 3 года был на базе. После этого, как уже перешел в Боруссию, там они мне сказали, что на базе нет комнат, и поэтому тебе придется... В Европе нету, да. Ну, я уже там и не думал, как бы жить на базе, потому что это посмотрели по-другому. В Европе там никто не живет на базе, кроме своих воспитанников или из второй команды до 19-летних игроков, и поэтому как бы я уже там снял квартиру и жил уже в квартире. Ты приезжаешь на базу за 2-3 часа до тренировок. Что ты здесь делаешь? Я прихожу, прошу, чтобы мне сделали восстановление, там массаж или что-то, если нужно, за 2 часа, потом завтракаю, потом чуть работа в тренажерном, уже готовлюсь к тренировке. И так каждый день? И так каждый день. Ну, жизнь футболиста, она коротка, и поэтому нужно наслаждаться каждым моментом, потому что, знаете, там, если начать играть там 18-19 лет, то у тебя всего лишь там 16-17 лет карьеры, и поэтому нужно просто получить удовольствие от каждого шага. Не имеет значения, это будет игра, тренировка, там, езда на базу, быть на базе там часами, работать, потому что все, что ты делаешь для себя. Я слышал и читал такую штуку, что Жозе Мауриньо, когда ты играл в МЮ, его, во-первых, троллили журналисты, что ты приезжаешь на базу раньше, чем он. И он очень сильно злился. Он даже звонил Мино и говорил: Мино, почему он приезжает раньше всех? Что он хочет мне доказать? Это правда? Да, такое было. Он даже иногда... Однажды он меня увидел во время завтрака и сказал, что из-за тебя меня критикуют в прессе. Я говорю, да? В смысле, как бы, мистер? Он говорит, да, так как ты выходишь из гостиницы и приезжаешь раньше, чем я, из-за этого меня критикуют. Я говорю, мистер, я это не делаю специально, я это делаю для себя, не для того, чтобы вас критиковали. Потому что когда я был в Манчестере, там, наверное, в неделю 3
дня там стояли папарацци. Они снимали, как ты доходишь до машины, в чем ты одет, и потом на базу приезжаешь, там снова папарацци. Так что каждый шаг у тебя там был контролирован, поэтому, не знаю, все знали об этом. То есть, а что хотел Мауриньо? Что ты там, условно говоря, приезжал позже, опаздывал, приезжал из Он просто ночных хотел, клубов? что ты туда приходил, наверное, за час или за 45 минут. Это мой тренер. Мой тренер. Я бы опаздывал, у него бомбы был спокоен. Можно сказать, что Жозе Мауриньо самый сложный тренер в карьере Генриха Мхитаряна? Да, можно сказать. Но он по характеру победитель. Он от тебя хочет только твои качества, чтобы победить. Ему не интересно, что там, как ты будешь играть, хорошо, плохо. Ему нужно, что ты выиграл. Ему нужно, что ты делал то, что он от тебя требует. Поэтому я думаю, что со всеми ему тяжело, но все равно, несмотря на то, что у нас были разногласия и иногда конфликты, особенно в последнее время, но это не повлияло на нашу хорошую работу и на то, что мы победили 3 трофея вместе. Джесси Лингард рассказывал, что ты все время танцуешь в раздевалке. Неправда, да? Ну, иногда, не все время. Но у нас в Манчестере в раздевалке все время была музыка. И до тренировки, и после тренировки. Кто приходил первый или кто был в хорошем настроении, тот ставил музыку. И, я не скажу, что там танцевал, как в клубе танцуют люди, но как бы иногда в хорошем настроении, знаешь, как бы двигаешься. Твои друзья Погба и Ибрагимович, я не могу сказать, что они супер спокойные пацаны, что они супер режимчики. Что общего между Генрихом Мхитаряном, Погба и Златаном Ибрагимовичем? Ну, кроме Мино, естественно. Не знаю, много чего. То, что на поле мы себя очень хорошо чувствовали. Может, то, что мы все время находили одну тему, на которой можно было разговаривать. Самый шутливый это был Ибрагимович из нас 3. Я присоединился к нему, потом мы начали шутить там о всем, туда-сюда. Иногда даже выходили обедать, ужинать вместе. Было просто классно. Так как он себя ведет за экраном, он совсем другой. Так как он в жизни, он совсем другой. Я даже когда мы в 2019 году летом с Арсеналом были в Америке на сборы, мы встретились с ним в Лос-Анджелесе, посидели, поговорили. Он такой, какой он есть, он не меняется, он все время позитивный. Даже если ему 38,5 сейчас, он все равно тот же самый, который я его знал 3 года тому назад. Генрих, это правда, что Златан Ибрагимович любит армянскую кухню, а Погба любит армянскую музыку? Ибрагимович, не то, что он любит армянскую кухню, просто мы с ним договорились пойти куда-нибудь пообедать, и я ему предложил пойти в армянский ресторан. Это в Манчестере? Это в Манчестере, да. И мы очень хорошо посидели, вкусно поели, ему понравилось, и через 2 дня, когда мы играли в Лиге Европы с Сент-Этьеном, он забил 3 гола. Я думаю, это была традиция, потому что даже прошлым летом, когда я его встретил в Америке, и мы с ним посидели в ресторане, но в этот раз в японском. На следующий день они играли с LA FC, и он там тоже забил 3 гола, и поэтому я ему все время говорю, То есть дело не в еде, а просто в Армении, да? Я думаю, что да, армянских людях. Я видел видео, где ты пел песню, когда ты поставил рекорд по забитым голам в Шахтере. Да, ты пел песню на аудиторию 50 тысяч болельщиков. Что сложнее, петь песню, когда на тебя смотрят 50 тысяч, или играть в футбол, когда на тебя смотрят 50 тысяч? Я думаю, петь песню. Сложнее, да? Несмотря на то, что если это была моя первая игра на стадионе, где сидят 50 тысяч людей, то, может, я волновался тоже. Но когда у тебя микрофон в руке, и ты должен спеть, это совсем другое. Но, несмотря на то, что я не должен был петь, тогда была певица Гайтана, сказала, что если Мхитарян сделает рекорд и забьет больше 25 голов, то я спою гимн Шахтера на армянском. И так случилось, что я свой 25-й гол забил на последней игре. У нее не было времени, чтобы она переводила гимн Шахтера на армянском. И поэтому она попросила, если я могу спеть эту песню «Овсирюн Сирюн» на армянском с ней. Я сказал, ладно. Когда Златан и Погба приедут к тебе в гости в Ереван? Не знаю. Это возможно или нет? Надеюсь, что возможно. Нужно просто приглашение отправить. Не знаю, они согласятся или нет.
Здравствуйте. Спасибо вам большое. Очень Спасибо. приятно познакомиться. Очень приятно. Мама футболистов — это отдельная планета. Сколько вы на нас нервов потратили, сколько Не-не-не. банок зеленки вылили на наши сбитые ноги. Спасибо огромное. Спасибо за цветы красивые. Класс. Все мамы очень болезненно реагируют на критику детей. Самая какая-нибудь обидная фраза или обидная статья, которую вы читали про Генриха? Статей бывает очень много, особенно когда он приезжает играть за сборную. Всем кажется, что Генрих один должен обыграть всех, да, это играть классика вообще, да. всех. Бывают неприятные статьи, но на все реагировать невозможно. Просто стараюсь меньше читать, чтобы меньше нервничать. После матча он звонит вам? Или вы Обязательно. даете паузу, там, пару дней и только... Не-не-не, обязательно. Мы Обязательно? с ним разговариваем почти несколько раз в день. То есть мама в курсе всего, мама может дать Обязательно. установку на игру или разобрать какие-то Даже моменты? если его не бывает, я связываюсь, я звоню своей невестке, говорю с ней, говорю с дочкой. То есть у нас такой треугольник, как бы, мы все связаны друг с другом. Тетя Стиви Джерарда, когда я ее снимал, рассказывала, что под окнами дома часто приезжают толпы китайцев, чтобы сфотографировать, увидеть, где живет, как жил Стиви Джерард. Как часто вас, я не знаю, атакуют и просят попасть вот сюда, даже посмотреть хотя бы вот на эти все призы? Нет, пока не беспокоит. Нет, все нормально, да? Все нормально, все хорошо. Болельщица сделала такую куклу ему. Очень старый мяч Я вижу, с да. подписью всех игроков Арарата. С моего супруга осталось. Да. Да. Вот Маркаров Эдуард, как вы видите, здесь очень много футболистов. Это чемпионский Арарат, который при Симоняне выиграл Союз, да? Да. Есть здесь также призы мои, то есть я как делегат УЕФА, я езжу на многие матчи делегатом и получаю призы. Ну, конечно, мне надо куда-нибудь выставить. Раньше я это все выставляла в федерации, сейчас привезла домой все и выставила как бы между призами Генриха. Видите, всякие сувениры дарят ему. Генрих знает 6 языков, помимо французский и еще 5 языков. Французский, Откуда? Это же... английский, португальский, русский, армянский, само собой, и итальянский, немецкий. Это вообще не свойственно футболистам, потому что обычно футболисты плохо учатся, не знают языков. Вот вам яркий пример. Откуда у него такие склонности? Очень легко удается. Во-первых, он любит учить языки. Многие языки он учил как самоучка. То есть он сам занимается, сидит, покупает учебники. Какая команда у Дортмунда была, да? Смотрите. Абумеянг, Мхитарян, Ройс. Когда Генрих был маленький, наверное, лет 9-10, в форме Боруссии. А, Боруссия все-таки? В детских спортивных школах там формы не выдавались, как сейчас. Родители покупали то, что было под рукой. И вот купили Боруссию. Вот эта книга тоже, это Боруссия ему подарила, история. Здесь, значит, все идет, прям вот по таким этим, с какого года. Вот идет история уже. Можно сказать, что Боруссия пока на данный момент это самый лучший этап Генриха в карьере? Я думаю, что да. Ваш супруг играл в футбол, Да. и вы переехали во Францию, когда Генриху был 1 год. Генриху было 8 месяцев. 8 месяцев. Когда мы поехали во Францию, было предложение из Франции, чтобы он сыграл за армянский клуб, который играл в чемпионате 3-го дивизиона во Франции. Но тогда было очень трудно переезжать, потому что это нужно было иметь разрешение Советского Союза. То есть мы поехали в Москву, получили разрешение, и только после этого мы уехали во Францию. Во Франции он играл, и через год буквально в первом чемпионате команда поднялась во 2-й дивизион. Играл Гамлет там 5 лет в Валансе, а потом мы переехали в Париж, в маленький клуб Иссель-Мулино. Но Генриху было 7 месяцев. Конечно, детство он до 7 лет провел во Франции. Выучил язык, кстати, Выучил да? язык, ходил в детский сад, потом пошел в 1 класс, и потом мы переехали в Ереван. Переехали из-за болезни мужа. Злокачественная опухоль у него была на мозгу. Мы приехали всей семьей в Ереван, переехали, и через 4 месяца он скончался. Это было в 96-м году. Это правда, что Генрих пошел в футбол во многом из-за того, что его папа играл в футбол, и после смерти Генрих... Наверное, я думаю, что да, потому что после смерти отца он поставил себе цель продолжить дело отца и стал заниматься футболом. Генрих говорил, если бы не смерть папы, скорее всего, он бы пошел учиться на юриста или на доктора.
доктора. Это реально? То есть он бы мог и не стать вообще футболистом, да? Может быть. Марина, почему Гамлет в форме Ливерпуля? И это Раздан стадион, да? Да, это было давно, тогда, вы же знаете, футболисты покупали всякие майки европейских клубов, носили все. А есть что-то общее в игре Генриха и Гамлета? Я вот когда смотрю игру Генриха, на поле он очень похож, вот как он бегает, вот всякие На отца, вот, да? Футбольные всякие трюки, все на отца очень похож. А есть что-то, в чем они вот принципиально разные? Характер. Характер, да? Характер Гамлет был очень такой живой. Генрих более Спокойный. спокойный, уравновешенный такой. Насколько на твое мышление и на твою одержимость повлияло то, что в 7 лет ты потерял отца? Ты поставил себе цели, и я пойду к ней, и я дойду, и он будет В гордиться. 7 лет терять отца, ты не очень хорошо вот представляешь, что ты теряешь. Ну, ты знаешь, что у тебя есть отец, и потом, хоп, в один момент его нету. В 7 лет ты не думаешь, что у тебя отец болеет раком головы, который в то время вообще не было реально лечить. Сейчас, может быть, есть шансы. Было очень трудно, и я не понимал, где мой отец, почему он не с нами. Люди умирают, я этого ничего не понимал. Но потом меня старались объяснить и сказать, что, короче, вот нужно продолжать жизнь, и жизнь будет без твоего отца. И потом я решил, что хочу идти тренироваться в футбол. И мама меня взяла на Академию Пюника. Да, и я думал, что я хочу стать хорошим футболистом, но когда ты маленький, ты думаешь просто получить удовольствие во время тренировки. И я думаю, что, может, потеря моего отца повлияла на меня, чтобы как бы заниматься футболом еще серьезнее и иметь хорошие вот мечты и добиться их. Это влияет по-разному на каждого человека. На меня это повлияло тем, что у меня появилась ответственность защищать своего брата, оберегать его в своей карьере. Была семья, мы, да, женщины, в принципе. И был виртуальный такой голос, наверное, моего отца, который его все время ввел вперед. Что не опускай руки, давай, иди вперед, и у тебя все получится. И вот в этом исключительная сила моего брата. В 96-м году ваш супруг умер, в 97-м году школу Пюника переименовали В честь Гамлета Мхитаряна. Да, мы попросили, значит, мэрию города. Генрих, получается, это первая школа, куда он пошел, правильно, Это первая футбольная? школа, где Генрих начал заниматься. Прилететь в Армению и не показать вам это легендарное место я не мог. Великий стадион Раздан. Здесь Арарат выигрывал кубок и чемпионат СССР. Здесь они били Баварию. Но и здесь, конечно же, забивал свои голы Генрих Мхитарян, в том числе ворота сборной Италии самому Буфонище. Сейчас стадион в ужасном состоянии, здесь уже давно никто не играет. Но за стадионом находится школа имени Гамлета Мхитаряна, куда мы сейчас и пойдем. Гамлет Мхитарян. Давай, Мхитарян, пошел, в девятку надо. Да ты что он делает, а? Ребят, скауты, выезжайте. 2 из 2 ножницами забил этот парень. Я предлагаю присмотреться к нему. У нас есть вопросы по тому, кто самый популярный футболист в Армении? Просто пацаны-то все до одного практически тренируются в майках Мхитаряна. Я такого нигде не видел. Это очень круто, и мне кажется, это очень ответственно. Да? Да. А почему вы, кстати, в шапке Анжи? А, Мхитарян не играл в Анжи. Я знаю. Как часто Генрих приезжает сюда? Приходит на тренировки? Да, конечно. Приходит, смотрит. Мы любим Генриха Мхитаряна и хотим стать как он. Мы хотим стать так, как ты. Генрих Мхитарян круче Криштиану Роналду. Мы тебя ждем здесь тренироваться. Пюник болеет за тебя, Генрих. Генрих, красава! Что за история была, когда Генрих играл за сборную ребят Армении на 2 года старше? Его не взяли как маленького, как самого молодого на сбор? Первый раз его пригласили в 15 лет в сборную Армении до 17 лет. Провел сборы с командой и вернулся
когда уже команда уехала играть за границей. И он пришел домой, бросил свою сумку, лег на ковер и стал плакать. Меня не забрали. Я ему сказала, раз тебя не забрали, значит, ты слаб. Ты должен больше тренироваться. Жестко. Достаточно жестко, да. Потому что действительно надо было ему тренироваться, чтобы дойти до такого уровня, чтобы выступать за сборную. Армен, вы были в юношеской сборной у Генриха, да? Он был у вас в Пюнике. Обычно там тренеры говорят, я всегда видел, что он супер талантливый, я всегда знал, что он будет суперзвездой. Скажите мне, какие недостатки были у Генриха и в чем он потом прибавил, когда переехал в Европу? Первый раз, когда были у нас сборы, там, до 15-летних сборной Армении, я ребятам задал вопрос, пишите ваши слабые места. Да. И Генрих написал, у меня левая нога и головой я плохо играю. Следующий день, у меня сборы были, там, после обеда даже не спать. И я захожу в зал, там закрытый зал, вижу, Генрих уже играет головой, там, начинает там попробовать, там, туда-сюда. И через месяц он уже прибавил и левой ногой, и головой. Да, у него были недостатки, но самое главное, что он был очень трудолюбивый. Я знаю, что вы все время на связи, что вы созваниваетесь. За что вы ругали последний раз Генриха? Генрих столько трудолюбивый парень, столько он командный игрок, он не дает свою таланту развивать, честное слово, он хочет все отдавать. Да. Можно сказать, что чуть-чуть эгоизма не хватает ему в том плане, чтобы на себя, да, можно и так сказать. 9 лет из 11 последних Мхитарян лучший футболист Армении. Он великий, уникальный или все-таки армянский футбол сейчас в кризисе? Он великий игрок. Отсюда он куда дошел? С армянским паспортом. В детстве все мы покупали футболки любимых игроков на рынках. У меня, например, была и Клюверт, и Дель Пьеро, и кого только, и Роналдо Зубасик. Вот в юности на кого он равнялся из мировых звезд? Зидана. По характеру даже они похожи. Командные игры. Он прирожденный лидер. А свои первые футболки, вот в которых Генрих ходил в футбольную школу, Дортмунд, Милан, где он покупал, на каком рынке? На этом или на другом? Привозили там с Китая, с Турции, и вот предлагали вот там в футбольных школах. А, в футбольных школах прям продавали, не на рынках, да? Не. Давайте сборную Армении. Размер, давайте М, Л. В конце каждого выпуска мы разыгрываем футболки по традиции, но в этом выпуске у нас будет 2 розыгрыша. Одну футболку мы разыграем оригинальную с подписью Генриха, естественно. Вторую мы вот с этого рынка Вернисаж возьмем и разыграем в группе ВКонтакте. Так что переходите, подписывайтесь. И мне кажется, такого еще не было, чтобы мы футболку покупали на рынке. В фаншоп каждый может зайти, а вот на рынок прийти за футболочкой может не каждый. Так. О, супер. Красава! Я знаю, что ты до сих пор смотришь многие матчи чемпионата Армении. Да. Ну неужели в Риме так скучно жить, а? Ну камон, что там интересного? Не то, что время скучно, я все время слежу за футболом. Чемпионат Армении, чемпионат Украины, чемпионат России, там Англия, Франция, Италия, Испания, Германия. Ну, смотрю, потому что можно каждый день учиться чему-то новому. Открой секрет. Ты хоть раз говорил Мино, обрати внимание вот на этого армянского футболиста. Или кого-то из постсоветского пространства. Про армянских игроков, да. Я ему Серьезно, говорил. да? Да. Я ему говорил, он сказал, что для меня нелегко, но я постараюсь сделать что-то. Кому-то удалось построить какой-то клуб, кому-то нет. Но я ему все время говорил, что вот обрати внимание, давай сделаем так, давай так. Назови одну фамилию молодого армянского футболиста, которого, скорее всего, не знают в России, но за которым уже вот прям с сегодняшнего дня нужно следить. Эрик Вартанян, который сейчас в Сочи. Несмотря на то, что у него сейчас травма колена, но я думаю, что он может себе показать и играть в хорошем чемпионате, в хороших клубах. Твоя сестра говорила, что она начала искать Мино после того, как тебя из Шахтера начали предлагать какие-то сомнительные люди в разные клубы, пытаясь на тебе заработать. Кто эти люди? Ты можешь назвать фамилии, кто продавал Генриха Мхитаряна? Таких было много, если честно. Да, мне звонили, что вот мы разговаривали с этим клубом, что у нас хорошие отношения с этим клубом, давай ты нам присылай там авторизацию, подпиши вот этот контракт туда-сюда. Я говорю, я контракт не подписываю. Если хотите, без проблем, давайте, сделайте мне контракт, отправляйте, и я подпишу и с клубом, и с вами.
Ну а так просто вам дать авторизацию я не буду. Молодой парень из обычной семьи, супер талантливый, который живет в Армении. Реально ли оттуда вырваться без того, что к тебе кто-нибудь прилипнет, я не знаю, там полукриминальные структуры, которые хотят на тебя заработать? Да, возможно. Реально возможно. Самое главное — это воспользоваться своим шансом. И я думаю, что этим шансом воспользовался. У меня был шанс перейти в Металлургию, я воспользовался. Перейти в Шахтер я воспользовался. Потом в Боруссию, потом в Манчестер. И я думаю, что у каждого есть свой шанс. Вот здесь проходят жеребьевки, да? Жеребьевка УЕФА. Клубных соревнований. Друзья, вот представляете, за 1,5 года канала до чего мы доросли? Пришли в зал, где проходят жеребьевки Лиги Чемпионов, Лиги Европы, всех соревнований. Вот Моника здесь работает. С Евгением. Да. Тут общаемся. Чьи-то кроссовки. Кто-то получил удачный жребий, бросил вещи и убежал. Готовится уже к матчу. Все очень серьезно. Сюда невозможно попасть. И говорят, невозможно отсюда выйти. Поэтому опять последний выпуск на канале. Моника, ты работаешь в УЕФА. Вот лично для меня, да, как для парня, который всю жизнь играл в футбол, там сейчас, любит футбол. Штаб-квартира УЕФА — это какой-то космос, это где-то на другой планете. Там сидят люди, которые решают, как должен развиваться футбол. Что ты там делаешь, за что ты отвечаешь и как ты туда попала? Я училась во Франции, в Лионе, в магистратуре. И мне нужна была стажировка. И по совету мамы я написала в УЕФА, на Платини сразу. Мне поступило предложение пройти стажировку в УЕФА. Стажировка прошла очень хорошо. Кстати, я была первым стажером истории УЕФА. О, круто. И меня взяли на работу. А на сегодняшний день я занимаюсь проектом «Стратегическая коммуникация» для всех членов ассоциаций, которые являются членами УЕФА. То есть все страны, которые являются членами УЕФА, ты отвечаешь за коммуникации вот всех этих стран? Помогаем развивать коммуникационные стратегии, планы для улучшения имиджа федерации и футбола в стране. Я знаю, что ты помогаешь своему брату за пределами футбольного поля, что ты, я не знаю, где это слышал, мама твоя говорила, и в интервью пишешь, ты мясорубка, как бы это странно не звучало, что... Да, есть такое дело на самом деле. Мясорубкой, я не знаю, являюсь или нет, но фильтром это точно. То есть даже я через себя прошел, на самом деле, чтобы сейчас стоять здесь камеры. Поэтому это правда. Не так уж плохо было, это страшно, правильно? Да, это правда. На самом деле все поступает ко мне, пересматриваю все запросы, анализирую, фильтрую, а затем обсуждаю с братом, и мы принимаем решение. На самом деле у нас очень разные характеры. Иногда бывают также и конфликты, когда мне чего-то хочется, или я что-то посоветую, а может ему этого не хочется. То есть все, что связано с его активами, медиа, всем, это все занимаешься ты? Нахожу агентов, находишь почту. Как ты придумала написать Мино Райоли на электронную почту, которую ты не знала, ты просто ее набирала наугад? Все началось с того, как мой брат стал лучшим бомбардиром в украинской премьер-лиге. Начались, в общем, всякие вмешательства от разных людей. То есть твоего брата начали пытаться куда-то продать без его ведома, да? Вот именно. Начали его предлагать налево, направо, разным клубам, без нашего ведома. И, в общем, я позвонила брату, я ему говорю: слушай, Генрих, так продолжать больше тебе невозможно. Тебе нужен агент, особенно если у тебя является целью игра в Европе, да, в лучших клубах. И он сказал: давай, а как вообще этим заняться? Как найти агента, чтобы мне подошел
подошел бы. Я сказала, давай мы поищем. Я слышала о таком парне, как Мино Райола. Ну а кто о нем не слышал, собственно говоря, да? Для него невозможных трансферов вообще не существует. Просто Мино со мной не работал, это поверь, это был бы его единственный трансфер, который бы он никогда в жизни не сделал, да, это был бы провал. Как ты нашла Мино? Как вот ты подбирала? Ты же не знала его почту, насколько я знаю, да? У меня есть партнер по работе, очень близкий друг в нашей семье. Мы с ним работаем над всеми делами брата. И мы селись за компьютер, не знали, как там найти его имейл, через Мина, через Кармина или еще как. И попробовали по разным вариантам и наткнулись на него. Ты сейчас понимаешь, что сейчас многие, кто будет смотреть это видео, они будут писать Кармина, собака, Яндекс.ру или там Gmail какой-нибудь. И он тебе ответил, да? Он мне ответил, сказал, почему вы выбрали меня. Я не работаю со всеми. Я ему ответила, почему мы выбрали его и кем является Генрих. Он мне позвонил, спросил, чем я занимаюсь в жизни, спросил, адвокат ли я. Я ему ответила, что я работаю в президентском офисе УЕФА, у Платини. И он предложил встретиться в Милане. Он нас встретил очень хорошо и сказал, что он все знает о моем брате. Он поинтересовался у самых сильных спортивных директоров европейских клубов. И сказал, что он заинтересован работать с братом. Я читал книжку Златана, где он рассказывал, что Мино, ну просто дерзкий парень. Приведи пару примеров, как Мино ведет себя, чтобы сказать, что действительно это самый крутой агент. У него всегда голова работает на 2 раза быстрее, чем у Ну приведи маленький пример. Пример я не могу привести, конечно же, потому что это все конфиденциально. Единственное, могу сказать, что он очень сильный в переговорах. И у него всегда есть план А, план Б. Ну и к тому же у него самые лучшие игроки Европы и мира. То есть у него есть такие таланты в руках. Мино стал уже другом вашей семьи. Почему Мино еще не был ни разу в Армении, не был в Ереване, не был в вашем прекрасном доме? Мы его приглашали много раз. Он обещал, что приедет к нам в гости в Армению. Сам был на свадьбе моего брата. В основном Мино никогда не ходит ни на свадьбы, ни на похороны. То есть он сделал исключение для моего брата. Твой переход в Дортмунд. Мино Райола, которого нашла твоя сестра, он позвонил тебе и сказал: Генрих, приезжай ко мне в Монако, потому что я веду переговоры с Тоттенхэмом и Ливерпулем. Как ты потом оказался все-таки в Дортмунде? После окончания сезона в Шахтере я вернулся в Ереван, в Армению, и там проводил свой отпуск. И все время Мино мне звонил, что вот Ливерпуль, Тоттенхэм, Дортмунд интересуют за тобой, что они мне сказали вот так, потом он звонил им, потом они снова звонили ему, и он сказал, что я так не могу. С ума сойду, да, приходи в Монако, мы тут посидим, вместе поговорим, там узнаем друг друга получше, потому что я его даже и не встретил в жизни своей, и поэтому сказал, Мино. Да, и через 2 дня, по-моему, я вылетаю в Монако, с ним там знакомлюсь, и начинаются там переговоры уже. Вы полетели в Тоттенхэм? Мы сначала полетели, в Лондон, поговорили с Тоттенхэмом, получили звонок из Дортмунда, и из Лондона сразу вылетели в Дортмунд. Но когда мы из Лондона полетели в Дортмунд, и мы приземлились, это была суббота, а в Германии суббота-воскресенье там просто мертво. И я прилетел и сказал: боже мой, куда я попал. У вас состоялся разговор, после которого ты подписал контракт, ты решился переходить в Дортмунд. Что было в тот момент? Что это был за разговор? Как тебя убедил Клоп? Продали Гёце, и им нужен был игрок под 10 номера, и я думал, что это самый лучший вариант переходить сюда, потому что в Тоттенхэме клуб был уже комплектован, и то же самое было в Ливерпуле, несмотря на то, что там играл Каутиньо, Джерард, Суарес, сумасшедшая команда. Но я думал, делать шаг из Шахтера в Ливерпуль мне будет как-то трудно. Слишком большая, большой зазор, и поэтому я думал, что лучше перейти в Дортмунд. Была очень хорошая команда, тренер был очень хорошим, и когда я общался с Клопом, он мне сказал, какие у него идеи, где он меня видит, что он хочет. Это правда, что когда ты встретился с Клопом перед этим разговором, он тебя обнял, поднял от земли и сказал: пока ты не подпишешь контракт, я тебя не отпущу? Да, это было... Клоп, какой ты крутой, какой ты крутой. У нас был разговор, и он сказал, что вот у нас тренировки такие, мы играем так. И в конце сказал: дай мне обещание, что ты вернешься в Дортмунд. Я сказал: ладно, даю тебе руку и обещаю тебе. Кроме того, что он супер тренер, он как человек, он как друг, как отец, как, не знаю, как брат, он с тобой разговаривает, все время
время тебя поддерживать, несмотря на то, что если ты можешь играть плохую игру, у тебя что-то не получится, он говорит, это футбол. Ты не должен жить прошлым, ты должен думать все время про следующую игру, потому что если ты будешь думать, что я не забил гол, я играл плохо, то тебе ничего не получится. Поэтому забудь все, что было, докажи и покажи, что ты можешь в следующей игре. Все говорят, что Клоп очень помешан на тактике, на прессинге, что он реально там псих в этом плане. Вспомни какую-нибудь интересную установку от Клопа. Для меня все было необычно, когда я перешел в Дортмунд. Почему? Потому что в Шахтере было все как бы легче, там, с бразильцами, техничными, все. Мы все время владели мячом. Для нас, как бы, чемпионат Украины... Ну, был... понятно, да, это да, не очень тяжело. И даже в Лиге чемпионов мы играли с клубами, мы все время владели мячом, доминировали. А когда я перешел в Дортмунд, я начал понимать реальный футбол, там, как защищаться, как прессинговать, когда ты теряешь мяч, как контрпрессинговать, там, как контролировать игру, даже когда у тебя нет мяча, просто движением, все. И для меня это все было как бы новым, и поэтому я думал, мне будет тут тяжело. Но спасибо ему, спасибо моим партнерам, которые мне помогали, дали какие-то советы, разговаривали все время. Было очень круто. В России работает тренер Миодраг Божевич. У него один раз была установка перед «Зенитом». Он работал в Амкаре. И он сказал, ребят, мы прошлую игру победили, но футбол это как секс. То есть нельзя сказать своей жене, что, помнишь, прошлый раз было круто. То есть надо делать сегодня, здесь и сейчас. Вот вспомни у Клопа какой-нибудь прям какую-нибудь установку или там какую-то фразу команде, что ты вот так сел и думаешь, блин, это круто. В каждой установке он мотивировал игроков так, как будто это была последняя игра. Ты выходишь на поле, и там еще 82 тысячи болельщиков, то же самое, орут и просто поддерживают тебя. Тебе дают такую мотивацию, что ты выходишь на поле, ты вместо того, чтобы играть на 100%, ты играешь на 200%. Пришел Тухель вместо Клопа в Дортмунд. Ты отыграл с ним год. Кстати, у тебя 92% матчей в составе было при Тухеле. То есть это по статистике твой лучший тренер был. Я знаю, что у тебя был с ним разговор, он тебе сказал, Микки, дай мне год, и я из тебя сделаю топ игрока. Почему ты все-таки ушел из Дортмунда? В начале третьего сезона моего в Дортмунде, когда я хотел переехать в другой клуб, потому что я не чувствовал себя там хорошо, Тухель сказал, Генрих, я хочу с тобой встретиться, поговорить, тебе сказать, где я тебя вижу, в какой схеме, на какой позиции, все. Я ему сказал, давайте, но я не думаю, что я тут останусь. Он сказал, дай мне шанс с тобой поговорить, и потом уже сделаешь все, что хочешь. Какое решение примешь, я пойму. Я с ним встретился. Только не говори, что он тебя тоже поднимал. Не, он не поднимал. Это только Клоп. Сезон начался, тренировки, игры, все шло очень хорошо. Мы начали сезон в середине июля, так как мы играли в Лиге Европы, там третий квалификационный раунд, если не ошибаюсь. И за 5 игр я там забил, 6 голов, отдал 7 передач. И все было нормально? Да, все было нормально. И даже мне Мино позвонил, сказал, что я тебе нашел команду, мы уходим из Дортмунда. И так как мы уже начали сезон, я сказал, Мино, давай я останусь на третий сезон тоже тут, и потом уже уйдем отсюда. И он сказал, хорошо, это твое решение, для меня самое главное, чтобы ты был доволен. И поэтому я остался на третий год, и у меня была сумасшедшая результативность. Это из-за того, как мы играли, какая схема, владение мячом. Ты помнишь, как тебе позвонил Мауриньо? Не, звонок был Мино Райоле, и мы были вместе в это время, и Мино сказал, что у меня на телефоне Мауриньо, он хочет с тобой поговорить. И я начал с ним разговаривать, он мне сказал, что так как и знаешь, что я уже буду тренером Манчестера Юнайтеда, я очень сильно тебя хочу. В это время у меня не было двух мыслей, так как у меня остался год контракта с Дортмундом, или я должен был переподписать и, скорее всего, дорого бы стоило, или переехать в другой клуб, несмотря на то, что в начале третьего сезона у нас был договор с Дортмундом, что они меня продадут, и в конце третьего сезона они мне предлагают новый контракт. И я не знал, какое решение принять, заключить новый контракт или переходить в Манчестер Юнайтед. Но я почему принял это решение, перейти в Ман Юнайтед, потому что такой шанс был бы раз в жизни. Играть с Ибрагимовичем, с Погба, Мата, Де Геа, там супер. Давай отмотаем туда время назад. Вот скажи честно, если сейчас, уже понимая, как все произойдет, ты бы подписал или нет? С Ман Юнайтедом? Да. Да. 100%. И я не жалею о том, что я делал. У брата была цель играть в Манчестер Юнайтед, это была его
мечтой. И он добился этой цели. У него, кстати, были очень хорошие статистики, несмотря на то, что он не часто играл. Я на одном матче был Генриха в МЮ. Это на выезде в Лестере. Они выиграли 3-0. 2 забил Златан, и Генрих забил очень крутой гол. Он убежал с центра поля и забил в девятку. То есть я в тот момент думал, ну блин, но мы же все равно как бы все переживаем, да, за футболистов с постсоветского пространства. И я думал все время, почему Жозе его душит, что он до него докапывается. И для меня всегда это был вопрос. Многие говорили о конфликте. Был конфликт или не было, Жозе? Да, был конфликт. Был конфликт, да? А без конфликта такое не бывает. Объясни людям раз и навсегда, что произошло между Генрихом Мхитаряном и Жозе Мауриньо. Не могу объяснить, так как я не знаю, что у него в голове было. Я просто могу сказать, что я работал каждый день усердно. Работал и думал, что я получу этот шанс. И так и случилось. Я играл. Может, одну игру играл, вторую был на замене, на третью был вообще на трибуне. Но все равно это не могло меня сломать, так как у меня была мечта играть и получить удовольствие. Ну и в конце года мы выиграли Лигу Европы, выиграли еще два кубка, Суперкубок и Карабао Кап. Это правда, что у вас был конфликт, когда был разбор матча, и Жозе, ну, так как он тебе, не знаю, там, обвинял тебя в том, что ты рано приходишь на тренировки, поэтому я уже ничему не удивляюсь. Жозе просто тебя поймал и всю теорию пихал, рассказывал, что ты там должен был отрабатывать там, где ты не должен быть. И из-за этого у вас произошел мини-конфликт. Да, это правильно. С этого все началось, и поэтому я думал, что мне больше нечего делать в Манчестере, так как если я работаю, я прессингую, я защищаюсь, я помогаю команде, я забиваю, я отдаю, и кто-то недоволен, то мне тут нечего делать. Я не хотел просто терять время, я просто хотел идти дальше и играть в футбол. Здесь появился Венгер и Арсенал. Я знал, что он интересовался мной, когда у меня был конфликт в последнее время, да. И он хотел меня видеть в Арсенале. И я был очень рад, так как детство моей мечты это было играть в Арсенале. Серьезно, да? Да. Потому что много слухов, то футболка у тебя была... У меня футболок было полно. Много, да. Полно было. Но почему я любил Арсенал? Потому что там очень много французских игроков было. И это я очень сильно болел. Анри, Пирес, Беркамп, Петти, там Вера, вот эти Люнгвер, все эти игроки. И я просто с ума сходил. Потом, когда они построили Emirates, и у них были как бы проблемы с деньгами, он начал взять молодых игроков и потом продавать. Я думал, боже мой, попасть мне в Арсенал с Венгером — это просто мечта, сказка. И вот и решил. И когда ты с ним вот так вот разговаривал, ты думал, господи, какой кайф. Ну. Почему все рухнуло? Ушел Венгер, пришел не то, что не тренер. получилось. Я перешел в Арсенал из-за Венгера. Он меня видел в совсем другой позиции, мы играли хорошо, у нас все было замечательно. Потом пришел Эмери, у него совсем другая тактика, совсем другая философия, он меня видел совсем на другой позиции. Я работал, я старался. Короче, банально, смена тренера, другие взгляды, другие игроки. Да, другие игроки, там другие совсем вещи. У тебя не было постоянной практики в последнее время в Арсенале, ты попросил Мину найти тебе команду. Последний день трансферного окна. Другая страна, ты никогда не играл в Италии. Как вообще проходят такие вот часы ожидания, когда тебе Мину скажет, все, поехали подписывать контракт с Ромой? Он мне позвонил перед игрой с Тоттенхэмом, когда мы играли, когда я еще играл в Арсенале. Да. Это было 1 сентября, он мне звонит, он говорит, купи билеты и вылетай в Рому. Я говорю, Мину, у меня через 2 часа игра. Он говорит, я не знал. Ну, давай, значит так, после игры ты смотришь, когда у тебя ближайший рейс, и сразу вылетаешь в Рому. Я говорю, хорошо. После игры я ему звоню, говорю, рейсов нет. Он мне говорит, хорошо, я тебе сейчас сделаю билеты. И он мне отправляет билеты на 7 утра. Ну и, короче, там ситуация уже так была, что я должен был уйти из Арсенала, и поэтому это так все быстро случилось, потому что до начала сезона мне обещали другой, а уже в начале сезона все пошло по-другому, и поэтому я думал, что нельзя терять время, так как мне уже было 30 лет, и нужно просто двигаться вперед, получить удовольствие от футбола и просто наслаждаться этим. У меня одна курсница, с которой мы дружим до сих пор, она живет, значит, в Риме, в Италии. Она такая ярая болельщица Лацио, она мне всегда говорила, смотри, чтобы он никогда не приехал в Рим играть за Рому. Я говорю, а с чего ты взяла, что он будет играть за Рому? И, значит, когда Генрих уже узнал, что он должен переехать в Рим, он мне позвонил и сказал, что я, значит, утром рано уезжаю в Рим, проходить медицинское обследование. В общем, я буду играть за футбольный клуб Рому. И он меня попросил, знаешь, что я приезжаю, значит, я поеду с супругой, и чтобы она там не сидела, не ждала меня, может и попросить Маргариту, чтобы подругу она... вашу, которая болеет за Лацио.
подругу, чтобы она провела время с супругой, с женой, с Бетти, пока я пройду медобследование. Звоню своей подруге, я говорю: Маргарита, ты сидишь или стоишь? Она мне: а что случилось? Я говорю: Генрих приезжает завтра утром в Рим. Она мне говорит: что с ним? Что у него? Какая-то травма? Я говорю: нет. А почему он приезжает? А что он должен сделать? Я говорю: он приезжает играть за Рому. Только не это, прошу тебя, я же тебя просила. Но, конечно, получилось так, что она сейчас болеет только за Генриха, не за клуб, только за Генриха, и, конечно же, осталась болельщицей Лацио. Тебе 31 год. Да. Ты один из самых опытных, один из самых высокооплачиваемых игроков Ромы. Большие ожидания от болельщиков. Сейчас, к сожалению, у тебя были травмы. Клуб экономит каждую копейку, чтобы там начать строительство стадиона. Ты чувствуешь дополнительное давление и внимание со стороны болельщиков на себе? В начале сезона у нас задача была быть в топ-4, пройти как можно дальше и дойти до финала в Кубке Италии и пройти как можно дальше в Лиге Европы. И вчерашняя игра, да, не была самой хорошей, но все равно самое главное, что мы победили. А то, что давления никакой нету, и то я не в том возрасте, чтобы, знаете, думать, что на мне уже давление и так, потому что я играл в таких клубах, как Дортмунд, как Манчестер и Арсенал, где давление там сумасшедшее, и просто тут люди живут футболом, это очень приятно. Если сравнить Дортмунд, когда ты переходил туда за 27, по-моему, с половиной миллионов евро, и тоже там были большие ожидания, и сейчас. То есть сейчас все-таки легче, потому что есть уже опыт. Да, сейчас уже легче, потому что есть опыт, и в том, что против давления, и опыт в том, уже на поле. Красава! Генрих очень любит шахматы. Помимо футбола и шахмат, какое его там любимое увлечение? Он очень много кроссвордов решает. Как-то мы летели с ним и сидели в самолете. Он почти во время всего полета, сидел над кроссвордами. Когда мы прилетели, на следующий день звонит моя подруга и мне говорит: ну что, решили кроссворды? Я говорю: а ты откуда знаешь? Она говорит: а потому что там болельщики были в самолете, они написали, в течение всего полета он решал кроссворды. В детстве ваш сын очень мечтал купить себе Lamborghini. Он купил себе, когда играл в Германии, в прошлом году он продал. У вас было хоть раз, чтобы вы позвонили и сказали: Генрих, ну это же стоит космических денег, ну зачем тебе это? Честно говоря, было, когда он мне позвонил. Ну, он когда был маленький, у него была машина электрическая, Феррари, все. Но я знаю, что это было его мечтой, заиметь такую хорошую машину спортивную. И он мне позвонил и говорит: мама, знаешь что, я решил купить Lamborghini. Я говорю: Генрих, ты с ума сошел, ну это же стоит столько денег. И он говорит: ну если ты не хочешь, тогда я не куплю. Как ты желаешь. И потом звонит мне моя дочка Моника и говорит: ты почему ему запретила покупать Lamborghini? Я говорю: ну ты представляешь, сколько это стоит денег? И она говорит: ну это же его мечта детства. Ваша мама жила в Москве. Моя мама, она москвичка, она уже долгие годы жила в Армении, вышла замуж за моего папу, переехала в Ереван. Генрих часто приезжал в Москву? Генрих часто ездил на каникулы в Москву. Это правда, что в детстве, когда он был в Москве, он там болел за московский «Спартак»? Или это неправда? Это правда. Правда, он ходил на игры с бабушкой. У него было хоть раз предложение от «Спартака»? По-моему, было один раз предложение. В начале твоей карьеры европейской я знаю, что у тебя были предложения из России. Нобель, главный армянский инсайдер, он организовал тебе встречу, ну или, по крайней мере, попросил тебя приехать в аэропорт, и там тебя ждал Челоянц, который работал в «Спартаке». Это правда, что он положил тебе листок бумаги и сказал: Генрих, напиши любую сумму, которую ты хочешь личного контракта? Да. Было такое, но это не был Нобель, это был другой человек. Но... Все, сейчас мы похоронили Нобеля, ты понимаешь? Просто Нобель, извини. Тебе большой привет, Нобель. Да, но миф рухнул, все. Это не был Нобель, но до сих пор мне Нобель говорит, что вот есть команды, которые интересуются тобой, что они хотят тебя видеть в свои ряды, и что они ждут тебя, Генрих, просто там они хотят с тобой даже поговорить, пообщаться, быть на связи для будущего, если ты захочешь. Я ему говорю: Нобель, да, всему свое время, но пока что я в Европе, себя чувствую хорошо. Почему ты отказался? Было такое. Я не отказал Спартаку. Когда я был в Шахтере, я думал, что Шахтер был на этот момент самой сильной командой в СНГ. И не было смысла перейти в Спартак, так как я хотел играть в Европе. Я не хочу обидеть Спартака. Спасибо Челоянцу, спасибо Спартаку, что интересовались мной, что дали мне шанс играть в таком клубе.
но для меня самое главное было играть в Европе. Я знаю, что также тебя хотел Анжи параллельно. Это правда? Это правда. От какого кэша ты отказался? Обещали сумасшедшие деньги, мне обещали Генрих, не сумасшедшие отстану. бонусы, но так как у меня была мечта, то ради этого я отказался от Итого всех 20 денег. миллионов получал в год. Сколько предлагали тебе? Чуть меньше. Ты отказался от 20 условных лямов евро, чтобы все-таки играть в Европе, да? Да. Нет 20, было меньше, Ай, чем красава! Если завтра твоему брату, ну завтра это летом, да, когда будет межсезонье, позвонит футбольный клуб самой богатой России «Зенит», что ты ему посоветуешь? Подумать. Мы Россию любим. Мы на четверть русские, у нас бабушка была москвичка. В жизни нельзя закрывать двери ни на что. Твоя мама 23 года работала в Федерации футбола Армении. Она ушла. Сейчас, насколько я знаю, в Федерации большие перемены. По моей информации, сейчас власть заходит управлять армянским футболом. Мама ушла из Федерации не из-за того, что были какие-либо вмешательства или изменения. Решение мамы уйти из футбола было в основном связано с тем, что мы уже 2 года, 3 года, 4 года ей говорим, хватит. Хватит работать, Отдала 23 года своей жизни футболу. Сейчас тебе нужно просто отдохнуть. Просто момент совпал с тем, что были изменения, и как бы был момент, что нужно уйти. Очень многое было сделано. Я сама работала в Федерации 3 года. Как развивали инфраструктуру, как развивали массовый футбол в регионах, привели футбол как обязательный спортивный урок в школах Армении. Сам Генрих, наша семья не были связаны с никакими властями, либо федерацией, либо на политическом уровне, правильно? У нас всегда была нейтральная очень такая позиция. Для брата существует 2 власти. Первая власть – это футбол, а вторая власть – это его народ. Что должно случиться, чтобы ты перестал приезжать в сборную Армении? Во-первых, спасибо моим партнерам сборной, с кем я играю. Без них я бы не добился того, чего я добился сейчас и в сборной, и в клубном уровне. Да, может быть, я иногда бываю злым, иногда хочу больше, чем они могут, но это я делаю для них, потому что я хочу, чтобы они играли не только в чемпионате Армении, в сборной, но еще в хороших клубах. Для меня самое главное – это помочь им и показать, что они могут добиться того, чего добился я сам. Для меня играть в сборной – это одно удовольствие. Вот до сих пор я смотрю матч, который мы играли с Боснией и победили 4-2. Я, когда смотрю голы, я не смотрю, как мяч залетает в ворота. Я смотрю, как народ просто радуется. Для меня, у меня по теле мурашки просто ходят, когда я смотрю, как народ радуется. Для меня это больше, чем забить гол или отдавать пас. Недавно сборная проиграла там с самым крупным счетом 9-1 Италии. Скажите, почему в Армении сейчас в армянском футболе вот такой кризис? Я сидела на стадионе. Для меня было это удивительно смотреть, как ребята играют и проигрывают. Через каждые несколько минут забивали голы итальянцы. Даже я смотрел и был в шоке, хотя у меня армянских корней нету, но это реально было... Я не могла даже поверить, что сборная Армении могла проиграть с таким счетом. Ходили слухи, что Генриха не вызвали, он не поехал в сборную из-за конфликта с ФИФА, или это неправда? Не было такого, это неправда. У Генриха была серьезная травма. Армянская сборная упала в рейтинге с 35 на 103 место. То есть прям в 3 раза хуже. Есть будущее у армянского футбола и вообще что происходит? Самая большая проблема в армянском футболе – это то, что мы не хотим учиться. Что игроки очень ленивые, что тренера очень ленивые. Не хочу никого критиковать, просто это мое мнение. То, что я видел в Армении, как работают люди, и я не про всех, я про большинство. Да. Как люди работают в Европе, это совсем разные вещи. Ты должен работать, чтобы добиться этих миллионов. Начать там с $20, там, не знаю, у меня например, я в 15 лет заработал свои первые $20 зарплаты. Потом у меня было 40, потом 80, потом 120. Я никогда этим не критиковал, никогда не думал, что почему я получаю 20. Не жаловался, ничего. Я работал, потому что я знал, что 20 будут 40, 40, 80 и так далее. То же самое я хочу сказать про других футболистов. Не думайте, что там 500 или 1000 или 2000, $3000 это вам хватит. Работайте, получите удовольствие.
получите больше, играйте за рубежом. Вот это самое главное. У тебя менталитет совсем не наш, да? То есть мы, как обычно происходит, там, 1 000 000 евро заработал, все, понеслась там. Не, у меня менталитет наш. Я знаю, что к Федерации футбола выстраивалась очередь, чтобы попасть в кабинет твоей мамы и попросить в долг, представляясь родственниками, друзьями. Я бы сказала, что это приятно на самом деле. Мы люди, которые любим наш народ, особенно Генрих, когда он приезжает в Армению, знаешь, он первый выходит из дома, самый первый, где-то в 8 часов утра, и гуляет по городу. То есть ему нравится. Он говорит, я получаю энергии от того, что я просто вижу своих соотечественников и что они ко мне подходят. Самый крутой жест в твой адрес или в адрес брата, который ты видела со стороны обычных болельщиков? Их очень много. Очень много. Получаем всякие картины, всякие письма. На улице люди подходят, его любят, поддерживают. И это очень важно. Почему ты не поехал на финал Лиги Европы, когда вроде бы обещали безопасность, понятно, Баку, все понимают по контекст. Почему ты не полетел? Просто не мог рисковать своей жизнью. Тебе хоть раз угрожали из Азербайджана? Много раз. Много раз, прям реально, да? А как это происходило? Ну, звонили, там, писали? Не, письма в Инстаграме, на Фейсбуке даже, если сейчас зайдете, увидите все. Но я не обращаю внимания. Я горд, что я армянин. Спасибо моей нации, спасибо народу, который меня поддерживает и любит. И я делаю все для них. Каха Каладзе, мэр Тбилиси. Кличко, мэр Киева. Есть ли у Генриха политические амбиции? Что он будет делать после карьеры? У как вы Генриха думаете? политических амбиций нет. Я даже иногда с ним разговариваю, я говорю, хочешь ли ты стать тренером? Он мне говорит, у меня пока что такого желания нет. Что будет с своим братом, когда он закончит карьеру? Мне кажется, он мог бы быть очень хорошим спортивным или генеральным директором какого-нибудь большого клуба. Да? Но на самом деле, мне кажется, он сам пока не решил, чем хотел бы заняться. Ты играл в больших европейских командах, ты выигрывал Еврокубок, ты лидер своей сборной. Что еще должно произойти, чтобы ты с полной уверенностью сказал, все, папа, судьба, я все сделал, я получил удовольствие от футбола, я сделал максимум? Хочу играть как можно дольше. У меня цель играть до 37 лет. Сейчас все скауты в России такие, ага, так 7-летние контракты. Плюс потом еще играющий тренер. Потому что мне сейчас 31, но я себя чувствую очень хорошо, очень свежим. И думаю, что могу еще работать и играть на высоком уровне. Не знаю, это у меня цель такая. Может, завтра, не дай бог, будет травма и не смогу продолжить. Или, не знаю, уже как бы тело не выдержит все эти нагрузки, и поэтому пока что у меня цель играть до 37, но что будет в следующем году, будет видно. Что будет после карьеры, Генрих? Не знаю, я еще не думаю. У меня в голове очень много вещей, у меня в голове очень многие идеи. Не знаю, буду ли я в футболе или, не знаю, в каком-то другом сфере, где я окончу футбол, где я буду жить, и все это как бы имеет значение, поэтому... Если футбол все-таки мы берем, то кто ты? Агент, тренер? В голове я себя видел во всех профессиях. И тренера, и спортивного директора, и агента, и, не знаю, там, болельщика, и все. Не знаю, если честно. Для меня еще загадка, кем я буду. Завтра вы летите к своим детям? Да, завтра я лечу к Монике, к дочке, а оттуда полечу к Генриху. Мама летит из дома к своим детям, из Армении. Честно скажите, что вы повезете? Повезете какую-нибудь вкусняшку, я не знаю? Там... Обязательно. Серьезно, обязательно. Да? Армянские сухофрукты, лаваш наш армянский. Обязательно, конечно же. Какое любимое блюдо у Генриха? Ну, это, конечно, армянский шашлык. Шашлык, да? Да. Так как Клоп тебя, получается, поднял на другой уровень, да, в европейский футбол, я хочу запустить челлендж, мы еще ни разу это не делали. Ребятки, обнимайте кого угодно, что угодно, поднимайте наверх, ставьте хэштег #ClopUp, и самая оригинальная фотография или видео в соцсетях с этим хэштегом получит футболку Генриха, которую он сейчас подпишет. Ну и нам самое главное, чтобы до Клопа это дошло, и он нам как-нибудь ответил, это будет вообще круто. Это тот мяч, которым я вчера заряжал тебя на гол, но маловато минут. Коуч дал, но ничего, значит, забьешь в следующей игре. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Удачи тебе. Спасибо огромное. Спасибо. Ты меня тоже поднимешь, я надеюсь. Удачи. Спасибо. Ողջույն բոլորին, ես Հենրիխ Մխիթարյանն եմ, դիտեք Կրասավային։
Ну что, ребятки, запускаем челлендж, выигрываем футболку Генриха Мхитаряна. Поднимайте своих друзей, поднимайте всех тех, кого вы хотите вывести на новый уровень. Ставьте обязательно хэштег #ClopUp. И лучшая публикация в соцсетях получит футболку. Также мы разыгрываем мяч, разыграю потом его в Инстаграм. Ну и, конечно же, вы помните ту футболочку старую Генриха? Он ее тоже подписал, ее мы разыграем ВКонтакте. Если вам понравилось видео про самого крутого армянского футболиста в истории, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик. Увидимся через неделю. Всем пока! Красава!